Всем привет, с вами Амбри, и сегодня я расскажу вам о сельском хозяйстве в игре Medieval Dynasty после релиза. Для начала давайте посмотрим, что нам понадобится для засева полей. А именно, мотыги для вспахивания, мешочки или сумочки для засева семян и удобрений, коса или серп для сбора зерновых культур, само удобрение и зерна. Где же все это достать? Инструменты можно украсть ночью в ближайшей деревне. Купить или скрафтить в кузнице, некоторые можно руками. Нажимаем Q, выбираем скрафтить. Например, мешочки и мотыги. Удобрения и зерна можно купить в деревне или обработать в амбаре из навоза и сельхозкультур соответственно. Как сделать первое поле? Первое, что нам понадобится, это взять молоток и очертить наше поле. Максимальный размер поля 16 на 16. Далее нужна будет мотыга, с помощью которой необходимо вспахивать данный участок. Правой кнопкой выбираем удобрение, затем посыпаем удобрение с помощью мешочка или сумочки и снова вспахиваем. После этого можно начинать сеять необходимую нам культуру, также с помощью мешочка или сумочки. Как удалить поле? Берем молоточек, нажимаем правую кнопку и выбираем снести здание. И жмем на наше поле, оно сразу удаляется, все так же как и здание. Какие здания нам понадобятся? Первое. Амбар для переработки растений, чтобы получить зерна на засев, и переработки навоза, чтобы получить удобрения. Второе. Хранилище, где можно будет хранить инструменты, зерна, удобрения и так далее. Третье. Житница, где будут храниться съестные припасы, капуста, морковка и тому подобное. Назначение работников на поле. Для работы в поле нашим работникам понадобятся те же здания, о которых я уже рассказывал. Амбар, хранилище, житница. Для этого через управление назначаем наших граждан в амбар работать земледельцами, они работают на поле. И назначаем работников амбара, они перерабатывают зерновые и навоз для удобрений. Кладем на склад необходимые инструменты, мотыгу для вспахивания, мешки или сумки для засева зерен и удобрений, серпы или косы для сбора зерновых, а также необходимые ресурсы, удобрения и семена. Главное не забыть сделать поле и выбрать через управление, что именно им нужно посадить на этом участке. А в амбаре назначить задачи, что они будут перерабатывать. После этого наши работники начнут пахать и сеять. После созревания и сбора все это они отнесут на склад, а съестное в житницу. Быстренько пройдемся по сельхозкультурам. Лен необходим для создания льняной нити и тканей, которые понадобятся для изготовления одежды, мешков для засева, стоячих факелов для освещения деревни, луков, острог и других полезных вещей. Пшеница необходима для переработки муку и готовки. Рожь и овес для создания корма, а также можно использовать в готовке и пивоварении. Мак для зельеварения. Капуста, морковка и тому подобное для готовки. Максимальный размер поля 16 на 16, а оптимальным для меня является поле 10 на 10. Его легко разделить на сектора для различных культур и подсчитать, сколько потребуется семян и удобрений. А также можно делать поля 10 на 10 под определенную культуру, например под лен, овес или рожь. Скорость работы работников на полях. Сколько может обработать ячеек поля один земледелец в день, выяснить сложно. Но однозначно, чем больше навык рабочего, тем больше ячеек он сможет обработать за день. Полезные советы. Во-первых, повторюсь, это делать поля 10 на 10. Второе, делать поля под конкретную культуру, чтобы не путаться. Третье, всегда держать удобрения и зерна на складе с запасом, хотя бы на 20-30 лишних ячеек. На всякий случай, а излишек можно смело продавать. Четвертое, хранить больше инструментов и мешочков, так как частенько можно просто забыть про поле, а без необходимых инструментов рабочие будут простаивать. Для этого необходимо поставить инструменты на постоянный крафт в кузнице и в швейной лавке мешочки. Пятое. Садить лен каждый год в обязательном порядке, а начинать его садить можно уже с самого начала игры, и чем больше успеете посадить, тем лучше. Шестое. Не забывать садить рожь, овес и поставить на постоянное производство корма в амбаре. Конечно же, как и саму переработку, но ее можно регулировать от сезона к сезону. Седьмое. Зимой земледельцам нечем заняться, поэтому их всегда можно назначить работниками амбара, и пусть они перерабатывают все, что могут, или направить их на другие профессии. Восьмое. Из овощей лучше садить капусту.
Так как она зреет за один сезон, ее можно садить дважды в год. А также она с легкостью может прокормить всю нашу деревню. 9. Если вы решили убирать урожай сами, то серпом можно собирать сразу несколько ячеек, а у косы радиус еще больше и сбор значительно ускорится. 10. Наш навык сбора урожая влияет и на работников. Надеюсь, этот гайд был вам полезен. Если возникли вопросы, пишите, постараюсь ответить. Ну а если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь и оставляйте комментарии. А какие еще гайды вы бы хотели видеть на моем канале? Ну а с вами был Амри. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч!